Друзья, здравствуйте! Перед вами фотография известного американского фотографа Ника Ута. Эта фотография называется «Напалм». На фотографии девушка, которую зовут Ким Фук, девочка, ей 9 лет, которая в ужасе бежит из вьетнамской деревни. Позади нее вы видите зарево от напалма, от бомб с напалмом, которые американцы сбрасывали на Вьетнам. Девушка получила серьезные ожоги тела и несколько недель лежала в больнице. Мы к ней еще вернемся в этом выпуске. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим про войну Америки во Вьетнаме. Здравствуйте. Война в Вьетнаме считается одной из самых, наверное, самой позорной страницей в истории Соединенных Штатов Америки. Война, которая американцам практически ничего не дала, война, которую американцы по факту проиграли, война, которая породила антивоенные движения, движение хиппи, о чем я сегодня тоже вам расскажу, война, в которой были установлены и доказаны многочисленные преступления против человечества, и война, о которой в моем детстве, например, говорили очень много. Все советские школьники знали, что такое деревня Сангмис. Впоследствии как-то эта тема стала уходить на задний план, но очень много было комментариев по поводу войны в Вьетнаме. И, собственно, сегодня я расскажу, что же там произошло. В 40-х годах 20 века Вьетнам – это французская колония. Но там уже достаточно серьезный рост национального движения, там уже появляется коммунистическая партия, и вьетнамцы начинают пока обсуждать, но следующей фазой это будет переход в борьбе за независимость. Но тут начинается Вторая мировая война. И, собственно говоря, Вьетнам попадает в зону Тихоокеанского конфликта и захватывается Японией. Французы, причем с японцами договариваются о том, что как бы вы эту территорию захватили, но вы оставляете французскую колониальную администрацию. Местами где-то это так и было, местами японцы, где хватало сил, заменяли ее на своих чиновников, но по факту Вьетнам был оккупирован Японией. В 1945 году война заканчивается, Япония наравне с гитлеровской Германией проигрывает эту войну. И, собственно говоря, в этот момент у Вьетнама уже сильный лидер. Это коммунист, его зовут Хо Ши Мин, так сейчас называется вьетнамская столица. И Хо Ши Мин организовывают Лигу борьбы за независимость Вьетнама, которая называется Вьет Минь. Она объединяет в себя разные политические течения, но коммунисты там главенствуют. И, собственно говоря, в 1945 году свергается японский оккупационный режим, и Вьетнам провозглашает свою независимость. В этот момент на сцену возвращаются французы. Они совершенно не согласны с тем, что их бывшая колония требует независимости. Фактически объявила независимость. Японцев больше нет как сильного противника. И французы начинают индокитайскую войну. Они отправляют во Вьетнам французский экспедиционный корпус. Это тоже позорная страница во французской истории, потому что война во Франции никем не была поддержана. Вьетнам за 1000 километров от Парижа. Это вообще никому не интересно, почему наши молодые парни гибнут черт знает где. Мы только что закончили войну с Гитлером. Только что у нас установился мир, и мы тут же залезли в черт знает куда, в войну за 3-9 земель. И, собственно говоря, французы ведут войну очень долго. С 46 по 54 год. Войну ведут ужасно плохо, постоянно проигрывают. Вьетнам воюет за свою землю, Вьетнам воюет за свой дом, и они поддерживаются китайцами. Французы, как я уже говорю, воюют плохо, денег им не хватает, и фактически в последние несколько лет французов на территории Вьетнама поддерживают американцы. Они на эту войну, на индокитайскую войну французов с вьетнамцами потратят порядка $3 миллиардов. Это чудовищная сумма для тех лет. В 1954 году происходит знаменитая битва при Дien-Bien-Phu, где союзные войска, то есть французы и американцы, терпят ошеломительное поражение. Вьетнамцы их просто выносят с поля битвы. И, собственно говоря, вице-президент в то время, будущий президент США Ричард Никсон, он вообще поднимает вопрос о ядерном ударе по территории Вьетнама. Мы, кстати, слышали эту риторику в отношении Китая, да, когда я рассказывал вам о китайско-тайваньском конфликте. США вообще здесь при чем? США при очень простом. Коммунизм начинает шагать по Тихоокеанскому региону. Китай коммунистический, Вьетнам вот-вот станет коммунистическим, рядом с ним Камбоджа, рядом с ним Лаос, рядом с ним Таиланд. Это очень важные центры, и вот они все тоже подвержены этому распространению коммунизма. И американцы считают, что если сейчас коммунизм здесь не остановить,
то он дальше распространится при помощи китайцев и Советского Союза, просто, что называется, спорами перелетит из страны в страну, и весь регион мы потеряем. Поэтому американцы входят в войну не только с помощью денег, не только с помощью финансирования французской компании, но и войсками. Мы помним, что они участвовали в битве при Дин-Бин-Фу наравне с французами. Вся война французов с вьетнамцами заканчивается Женевской конференцией, это 1954 год. Договариваются, что Вьетнам будет разделен на Южный Вьетнам и Северный Вьетнам по 17-й параллели. Соответственно, в Северном Вьетнаме будет Хо Чи Мин сотоварищ, то есть он будет социалистическим. Южный Вьетнам останется монархией. Вьетнам в тот момент еще монархия, соответственно, там последний монарх Бо Дилай. И, собственно говоря, после народного референдума будут проведены прямые выборы, и, собственно говоря, там установится новый режим. То есть народ выберет президента или премьер-министра в данном случае. Вот на этом Женевская конференция закончилась. Друзья, за той картинкой, которую вы сейчас видите, огромная куча людей. Это не просто я в кадре. Это режиссеры, операторы, гримеры, продюсеры. В любом деле, для того, чтобы все работало хорошо, важно доверить операционную деятельность надежному партнеру, такому, как Тинькофф Бизнес. Это удобно и выгодно, потому что у Тинькофф Бизнес куча ништяков. Во-первых, открытие счета дает вам доступ к огромному количеству сервисов для бизнеса. Бесплатная онлайн-бухгалтерия, эквайринг и даже кредиты на развитие бизнеса. Регистрация самого бизнеса полностью бесплатная, а для начинающего бизнеса даже не надо ходить в налоговую. Тинькофф Бизнес сделает все за вас. Плюс ко всему, в Тинькофф самые выгодные тарифы для обслуживания счета, а вывод наличных до 1 миллиона рублей не облагается комиссией. Любое количество рублевых и валютных счетов бесплатно, а перевод денег международным партнерам в юанях всего 0,1% комиссии. Кроме того, у вас будет свой человек в банке, ваш персональный менеджер, который всегда очень быстро ответит на все ваши вопросы. Либо по телефону, либо прямо в чате мобильного приложения. Ну и самый ништяк. Если вы откроете счет в Тинькофф Бизнес по моей ссылке, вы получите целый год бесплатного обслуживания вашего счета. Все подробности, как всегда, в описании. Переходите по ссылке. Казалось бы, мир установлен, Вьетнам, как и Корея до этого, разделен на две страны, проведена демаркационная линия, и, собственно говоря, каким-то образом эти страны будут существовать. Тем не менее, в Южном Вьетнаме происходит следующая история. Премьер-министр, которого зовут Ngo Dinh Diem, свергает монархию, говорит, что никаких мирных соглашений с Северным Вьетнамом не будет, потому что он социалистический. Объявляет, что прошел народный референдум и избрал его, значит, правителем Вьетнама. И, собственно говоря, фактически объявляет войну Северному Вьетнаму. Северный Вьетнам, надо сказать, абсолютно недружелюбен к Южному, потому что Хо Чи Мин хочет получить Вьетнам в качестве единого государства. И начинается Вьетнамская война, пока без американцев. Что там происходит? Северный Вьетнам ведет партизанскую войну. Соответственно, с 56 по 61 год, 5 лет, в Северном Вьетнаме идет жесточайшая партизанская война. Все политические движения, которые недовольны Ngo Dinh Diem и его режимом, объединяются и получают название Вьетконг. Соответственно, Вьетконг будет на территории Северного Вьетнама бороться с действующим режимом. Вьетконговцев поддерживает Хо Чи Мин. Каким образом? Советниками, оружием, инфильтрации людей через демаркационную зону. И начинается жесточайшая партизанская война. Партизаны ведут настоящий терроризм в отношении действующей власти Южного Вьетнама и пачками убивают, взрывают, стреляют чиновников. До 1000 человек, то есть терроризм, в общем, был очень приличный. Почему это произошло? Почему режим Северного Вьетнама неожиданно оказался, вот у него здесь партизанская война? Ведь это не только вопрос территориального объединения Вьетнама. Вопрос в том, что Ngo Dinh Diem, как классический глава марионеточного режима, позволял себе все, что позволяли себе такие же ставленники в Латинской Америке, в Африке, в Южной Америке. Режим был
невероятно коррупционные. То есть, если вы возьмете какие-то дневники очевидцев, что из себя представлял тогда Сайгон? Значит, Сайгон — это был центр, столица Южного Вьетнама. Вся власть принадлежала родственникам премьер-министра. Его брат был начальником тайной полиции. Его родственники возглавляли банки, министерства, логистику, финансы. Соответственно, все принадлежало его клану. Пробиться никуда было невозможно, если ты не родственник и не друг. Это первая составляющая. Вторая составляющая — это американская помощь, которая разворовывалась. Американцы закачивали туда деньги, американцы туда закачивали оружие. И все это, естественно, часть попадала в действующую армию, часть продавалась при посредничестве тех же американских офицеров. То же самое было с гуманитарной помощью, которую американцы туда отправляли. И третья составляющая — это наркотики. Мы помним, да, опиумные войны, что после опиумных войн опиум стали выращивать и в Китае, и в окрестных странах. И вот до сих пор это называется «золотой треугольник» в этом регионе. Самый главный героиновый трафик в Азии. Он находится здесь, между Камбоджей, Лаосом, Вьетнамом, ну и частично Таиландом. Собственно говоря, наркотрафик был чудовищный. Действующая власть Северного Вьетнама на нем наживалась, пилила огромные барыши. Американцы об этом, безусловно, знали. Они знали, что режим не популярен, что он очень коррумпирован. Но, тем не менее, вот этот вот человек, Нгоди Нзием, это, конечно, подонок, но он наш подонок. Он не коммунист, он представляет наши интересы. А мы не хотим, чтобы коммунизм распространился в Тихоокеанском регионе. И вот так 5 лет эта история существует. Через демаркационную зону хашиминовцы втаскивают оружие, втаскивают людей. Северный Вьетнам с помощью армии проводит там рейды, расстрелы. В общем, идет настоящая гражданская война. В какой-то момент Южный Вьетнам добивается небольшого успеха в приграничных территориях. И тогда возникает другая история. В 1961 году Лаос в этот момент становится горячей, что называется. Там назревает гражданская война, и она в итоге состоится. Социалистическая армия, социалистические силы Лаоса будут воевать с королевством Лаос. И вот через Лаос, с частичным задействованием территории Камбоджи, оружие и люди продолжают поступать из Северного Вьетнама в Южный Вьетнам. Эта тропа получит название тропы Хошимина. Вот по ней, значит, социалисты, коммунисты, по ней они будут двигаться, пополнять партизанские отряды. И вот вся эта история, несмотря на межправительственные соглашения, договоренности между Францией, Америкой и двумя правительствами Вьетнама в Женеве, несмотря на идущие переговоры, то тлеющие, то затихающие между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, несмотря на китайские гарантии, вся эта гражданская война перемалывает население Вьетнама. Так продолжается до 1961 года. Друзья, не открою Америку, если скажу, что очень много времени провожу, сидя в кресле дома, в редакции. Или тут, когда записываю богоспасаемые влоги. И от всех обычных этих офисных вертушек начинал уже все сводить. Поэтому мне подогнали настоящее кресло будущего, с которого даже не хочется вставать. Это Cougar Tron Royal. В чем его крутость? Оно ортопедическое, то есть уже полезное для спины. Супер технологичное. Здесь все регулируется и двигается. Взять, к примеру, подлокотники. Они не обычные, а 4D. Их можно подстраивать под все положения рук, от локтей до запястья. У вас даже такого количества рук нет, сколько есть здесь вариантов подстройки. Есть также настройка высоты и движения вперед-назад. Еще один ништяк — механизм качания. На кресле Cougar Tron Royal ты будешь чувствовать себя будто в настоящем кресле качалки. Вы также можете увеличивать и уменьшать сопротивление раскачиванию так, как вам комфортно. А можете просто заблокировать, и кресло будет зафиксировано в нужном вам положении. Высота спинки и сиденья регулируются под ваш рост. На нем можно откинуться даже на 170 градусов и полностью расслабиться. То есть можете прям спать в нем. Для поддержания осанки тут есть подушка под шею и поясницу, поэтому в кресле можно с комфортом провести целый день. А премиальная дышащая эко-кожа делает его не только удобным, но и очень стильным. Выглядит как кресло гоночного автомобиля. Ну и самое главное, это, конечно же, надежность. Рамы и основания Cougar Tron Royal сделаны из настоящей стали, поэтому кресло легко выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Это не кресло, а правда настоящий трон для работы и отдыха. Кто хочет себе такой же, от меня промокод Минаев на скидку в 20%. Промокод действует месяц, поторопитесь. И, конечно, ссылочка на это крутейшее кресло в описании.
Действующая власть Южного Вьетнама перестает справляться с партизанским движением. Они хуже, чем партизаны, воюют. Партизаны сильно очень укоренены на территориях, они лучше знают местности, они постоянно громят правительственные войска в локальных стычках. Собственно говоря, в Южный Вьетнам обращаются за помощью к американцам. Американцы отправляют туда 2 вертолетных соединения для того, чтобы прикрывать правительственные силы в борьбе с партизанами. То есть фактически они еще не вошли в интервенцию, они только пока осуществляют военную помощь, так же, как Китай оказывает военную помощь Северному Вьетнаму. Но в 1963 году Ngo Dien Diem достал даже американцев. Совершается переворот, и его вместе с братом убивают. Все правительство меняют, и, соответственно, начинается чехарда с главами Южного Вьетнама. Но в этой чехарде руку на пульсе прямо уже железно держат американцы. Они ставят новую власть, они полностью диктуют свои условия. Им главное, чтобы коммунизм не распространялся. В 1962-1963 году не забываем, да, что в Советском Союзе Хрущев, в Америке Кеннеди. Вот только что закончился Карибский кризис. Только что эти 2 страны были просто в точке начала ядерной войны. И, естественно, Вьетнам будет ареной столкновения Советского Союза и американцев. И те, и другие это понимают. И Кеннеди начинает пытаться провести мирные переговоры с Советским Союзом при поддержке Индии. То есть все должны встретиться, повлиять на оба Вьетнама и каким-то образом закрепить историю, заморозить этот конфликт, как произошло в войне между Северной и Южной Кореей. Переговоры эти идут год, и в 1963 году все равно ничего не получается. Переговоры эти срываются, потому что, в общем, точек соприкосновения с Америкой у нас мало, а поэтому вопросу соприкасаться вообще не хотим. Мы тоже считаем, как китайцы, что Хо Ши Мин гораздо более легитимный человек, он просто пользуется большей поддержкой населения, и в какой-то момент он доест Южный Вьетнам, и Вьетнам станет социалистическим, поэтому что нам переговариваться? Вот, переговоры заходят в тупик и заканчиваются. В 1964 году в Тонкинском заливе происходит эпизод с американским эсминцем, который войдет в историю как эпизод в Тонкинском заливе. Их будет 2, хотя второй эпизод отрицается. Американский эсминец патрулирует прибрежные воды, он осуществляет радиолокацию, он осуществляет разведку и прикрытие своих вертолетных соединений в случае обострения, если, например, Северный Вьетнам разобьет окончательно южно-вьетнамские войска и начнет наступление на Сайгон, и там под угрозой окажутся американцы. Но это все дипломатическим языком, конечно, говорится. На самом деле, конечно, там торчит американский эсминец, потому что он там может торчать, потому что ему ничего не угрожает, и в любой момент он может бортовой артиллерией поддержать любую акцию американцев. Вот, собственно, по праву сильного он там и находится. Побережье патрулируют катера Северного Вьетнама. Это спорные воды. Северный Вьетнам считает эти воды своими. Американец считает, что они стоят в нейтральных водах. В общем, в какой-то момент возникает конфликт. Потом подтверждает, что первыми стрельбу начали не вьетнамцы, конечно, а американцы. Ну, там 3 торпедно-ракетных катера и целый эсминец. Ну, глупо, да, предположить, что приехали катера. О, эсминец американский. Кстати, надо на него напасть, потому что мы же слабее раз в 15 приблизительно, чем этот эсминец. И, естественно, надо напасть. Конечно, нет. Американцы открыли огонь первыми. Они это через 20 лет признают. Катерам был нанесен существенный урон. Была в воздух поднята авиация. И, собственно говоря, катера восвояси оттуда уплыли, потому что все это было чревато тем, что их просто потопят. Американцы на эту историю реагируют немедленно. Конгресс принимает Тонкинскую резолюцию, говорящую о том, что президент имеет право применить американские войска в любой точке планеты, если это угрожает Америке. И, собственно говоря, во Вьетнаме вот конкретно это все угрожает. И, собственно говоря, в 1965 году начинается полноценное вторжение американцев во Вьетнам. В 1965 году проходят 3 операции важных, которые проводят американцы. Первая операция называется «Раскаты грома», часть 1 и часть 2. Это бомбардировки Северного Вьетнама американской авиации. Причем американцами была разработана такая доктрина для того, чтобы Северный Вьетнам упреждать от ударов по Южному Вьетнаму и от поддержки партизанского движения.
Сначала надо разбомбить небольшой объект. Если вьетнамцы не успокоятся, мы разбомбим объект побольше. Тактика градиента. А дальше градуирование, извините. А дальше будем бомбить все больше и больше, угрожая бомбардировкой стратегическим объектам промышленности, чтобы, значит, Северный Вьетнам одумался. Ну, по факту это, в общем, приводило зачастую к беспорядочным бомбардировкам. Вот две такие операции были, когда американцы нанесли ощутимые авиационные удары. У Вьетнама в этот момент уже есть китайская и, что важно, советская военная помощь, еще не в том объеме, она до войны началась, но тем не менее у вьетнамцев есть средства ПВО, и американцы вольготно уже с первого года войны себя в небе не чувствуют, потому что, в общем, их сбивают ракетами. И вторая американская операция, это операция Starlight. Это наземная операция армейских частей, которая направлена на то, чтобы выдавить партизан и военные силы Северного Вьетнама вот с приграничной территории, с территории, прилегающей к 17-й параллели. Знаменитая фотография Хорста Фааса, американские вертолеты в небе Вьетнама. Вот посмотрите, вы ее 100 раз, наверное, видели, а если не видели, это действительно важная фотография. Американские войска идут в бой при прикрытии вертолетов, которые на бреющем полете летят над джунглями. Здесь стоит сказать о том, что происходит в ходе самого конфликта, каковы характеристики этой войны и какова международная реакция. Американцы вовлекают в эту войну всех своих союзников по Тихоокеанскому региону. Это Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Япония, Филиппины. Поставляются гуманитарные грузы, летчики этих стран участвуют в перевозке грузов и раненых, поставляется оружие. Все это через Южный Вьетнам идет, потому что все это союзники Америки. Они помогают Южному Вьетнаму. Северному Вьетнаму помогают три кита коммунизма. Это Китай, это Северная Корея и, самое главное, это Советский Союз. Есть распространенная легенда о том, что, в общем, войну с американцами выиграли советские офицеры. Я, честно говоря, не то чтобы вот у меня есть четко подтвержденное мнение, но просто читая разных историков, я понимаю, что контингент, который туда послали советские товарищи, был не столь большим. Действительно, это были инструкторы, которые в первую очередь обучали ракетчиков и пилотов. Действительно, это были люди, которые занимались техникой, люди, которые занимались разведкой. Безусловно, там было КГБ СССР. Но вот частей в количестве, которые могли участвовать в военных действиях, до сих пор не подтверждено, что у нас там были какие-то крупные военные соединения. Хотя была легенда, которая впоследствии стала песней такой полуфольклорной, о том, что вот летел американский самолет, откуда ни возьмись взялся МиГ, а мы вьетнамцам поставляли МиГи, и, в общем, МиГи себя потрясающе показали в этом противостоянии. И, соответственно, МиГ этот американца сбивает. И последнее, значит, что он слышит в шлемофоне, это переговоры пилотов. Пилоты ругаются матом, при этом одного из пилотов действительно зовут по-вьетнамски Ли Си Цин. Ну, то есть советский офицер Ли Си Цин, который его сбил. Вот было ли это на самом деле? Потому что разные свидетельства есть, что наши пилоты воевали там и американцев сбивали с успехом. Но, тем не менее, факт в том, что мы поставляли во Вьетнам не всякую рухлядь, а самое современное оружие. Это зенитно-ракетные комплексы, это самолеты, это танки и так далее и тому подобное. То есть мы Вьетнам поддержали очень серьезно, и китайцы тоже поддержали Вьетнам очень серьезно. Таким образом, конфликт становится международным. Холодная война идет, и ее в какой-то момент прорывает горячими точками. Вот был конфликт в Корее, вот чуть не произошла ядерная война из-за Карибского кризиса, вот был конфликт в Западном Берлине, и теперь добро пожаловать в Вьетнам. Вот эта вот военная помощь, она, конечно, для Вьетнама сыграла очень важную роль. Военная помощь и инструктаж. Теперь сама война. Она ведется в труднопроходимой местности. Это джунгли, это рисовые поля, это предгорья, это зеленка, как сказали бы военные. То есть абсолютно непросматриваемая сверху полоса вот этих бесконечных джунглей, в которых прячутся зенитно-ракетные комплексы и стреляют по вертолетам и самолетам. Потому что американцы понесут в течение войны существенные авиационные потери. Население, которое, конечно же, американцев ненавидит. Население, которое не оказывает им никакой поддержки. Партизаны, которые постоянно устраивают засады. От
Южного Вьетнама, от марионеточного режима, конечно, помощь американцам есть, разведка, проводники, но по большому счету американцы воюют одни. И более того, по воспоминаниям самих американских участников конфликта, у них очень небрежное отношение к своим союзникам, южным вьетнамцам, типа: дорогой вьетнамский брат, подвинься, приехала кавалерия, сейчас хорошие парни сделают за тебя всю плохую работу. Ну, то есть они понимали, что вьетнамцы воевать с партизанами не научились, и американцы будут делать все сами. А американцы делят Вьетнам на 3 сектора. В 3 секторах работают 3 воинских соединения. И, в общем, логистическая фронтовая задача постепенно зачищать от вьетнамских партизан кусок за куском и вот эти свободные от партизан зоны объединять, вытеснять их туда к границам. Но все это затруднено тем, что везде джунгли, везде люди, которые симпатизируют Хо Ши Мину и Вьетконгу. Да, Вьетконг, напомню, это назывались те партизанские части, которые на территории Южного Вьетнама работают. И в какой-то момент понятно, очевидно, что война приобретает абсолютно зверский характер. Американцы, в общем, не щадят совершенно никого. Города стираются с лица земли, джунгли заливаются напалмом, с которого мы начали. Напалм — это очень быстро воспламеняемое и достаточно медленно горящее, в зависимости от консистенции, вещество, которым наполняются либо огнеметы ручные у солдат, а главным образом фугасные бомбы. И вот они падают и выжигают моментально огромные территории, причем пламя неконтролируемое, оно перекидывается с военных объектов на гражданские, выжигаются деревни, выжигаются джунгли. Кроме того, американцы делают вещь, которую впоследствии назовут экоцидом, то есть геноцид природы. Сверху на джунгли и рисовые поля в основном скидывается огромное количество пестицидов, чтобы убить урожай. Чтобы таким образом мирное население понимало, что социалистов поддерживать нельзя, иначе есть нечего будет, американцы уничтожат все посевы. То есть фактически американцы ведут абсолютно бесчеловечную войну. Я здесь сделаю небольшое отступление, прежде чем перейду к вещам, которые хорошо задокументированы, а это уже война медиа, то есть война, которая запечатлена в массе фотографий, война, которая хорошо описана, то есть мы о ней хорошо знаем. Так вот, собственно говоря, социалисты, коммунисты, они тоже не брезгуют никакими методами. Американские пилоты, которые попадают в плен, потом их отпустят, и они вернутся на родину, рассказывают о чудовищных пытках. Если какая-то деревня подозревается в пособничестве режиму Южного Вьетнама или американцам, что одно и то же, она партизанами уничтожается и сжигается дотла. То есть, в принципе, акты бесчеловечности, конечно же, были с обоих сторон, потому что это война. Сначала люди воюют за идею, потом люди воюют, потому что вот с тобой в строю стоял Джон, его вьетнамцы пристрелили, я пристрелю взамен 10 вьетнамцев. И с той стороны то же самое. Особенно, если он попал в плен и его пытали, значит, надо отомстить пытками. А потом война идет для того, чтобы выжить, и она, конечно, приобретает все чудовищные формы. Мирное население Вьетнама страдает чудовищно. Выжигаются рисовые поля. Никто не считается, что рядом с военными объектами проживают мирные жители, и их гибель вообще американцев не волнует. То есть положение народа чудовищное. Люди во время бомбардировок, во время рейдов американской авиации, вертолетов, самолетов или во время наземной операции прячутся где только могут. Вот эта известная фотография, которая называется «Спасение в канале» Хорста Фасса. Это вьетнамская семья, которая прячется от бомбардировки в рисовом канале, наполненном водой. А американцы начинают нести чувствительные потери. И, собственно говоря, вот еще одна фотография Хуберта Ванесса. Десантник ранен. Здесь лежит десантник, который ожидает помощи. Война наносит американцам уже, в общем, чувствительные потери. Эти потери просачиваются в американское общество, и в американском обществе начинает зарождаться антивоенное движение. Пока это еще не массовый характер, но, в принципе, американцы понимают, что мы тоже воюем черт знает где, никакой Вьетнам нам ничем не угрожает, чем туда полезли, совершенно не ясно. И вот это в среде интеллектуалов сначала, а потом в среде молодежи, это в Америке начинает вскипать. В важный момент американцы очень серьезно
организовывают пропаганду. На территорию Северного Вьетнама скидываются миллионы листовок. Сдавайтесь, переходите на нашу сторону, коммунисты вас обманывают. Используются совершенно фантастические вещи. Например, вьетнамцы боятся незахороненных трупов. То есть, если у тебя кто-то умер, его надо захоронить. Его нельзя оставлять там, где он умер. И американцы, иначе он превращается в заблудшую душу и начинает, в общем, чинить всякие неприятности родственникам. Американцы записывают на пленку голоса заблудших душ и транслируют их через громкоговорители. Они бросают около населенных пунктов или около деревень, которые собираются штурмовать наземные операции. Они бросают магнитофоны с таймерами. В определенный момент магнитофоны взводится, пленка начинает играть, и вот эти завывания по всему поселку. И люди начинают бояться, они думают, что их зовут души усопших. Население малообразованное, население архаичное, но в это верит, американцы этим пользуются. Американцы компрометируют верхушку хошиминовского режима. Каким образом? Присылаются открытки госчиновникам, где намеренно путается дата его рождения. С днем рождения вам зачислен перевод на американский счет, спасибо за сотрудничество. Чтобы наиболее дееспособные чиновники попадали под подозрение, их забирала собственная служба госбезопасности, и таким образом они ослабляли режим. Стоит сказать, что пропаганда была очень эффективной. Перебежчиков американцы получили огромное количество, многие называют какие-то фантастические цифры, до 250 тысяч человек, но на самом деле, даже если мы примем во внимание цифру в 50 тысяч человек-перебежчиков со стороны Северного Вьетнама, это очень много. Посчитано, что для того, чтобы убить одного вьетнамца, американский бюджет тратил цифру до 15 тысяч долларов, а переход перебежчика с помощью пропаганды стоил всего $125. Таким образом, пропаганда сыграла очень важную роль. Американцы использовали коротковолновое радио, использовали магнитофоны, листовки. То есть пропаганда работала, что называется, на ура. С той стороны, конечно, тоже работала пропаганда, помогали китайские товарищи, помогали советские товарищи, но самое главное, что, конечно, Хо Ши Мин — это такая важная очень фигура во вьетнамском сопротивлении, человек, который управляет этой войной со стороны Северного Вьетнама. Хо Ши Мин — это фигура консенсуса, то есть его вьетнамцы с двух сторон границы почитают, то есть он пользуется безоговорочной народной поддержкой, в отличие от вот этих людей, которые торгуют опиумом и американской гуманитарной помощью в Сайгоне. Коррупция разлагает, конечно, не только правительство Южного Вьетнама, но и американских офицеров. К финалу войны, будет какая-то чудовищная цифра, каждый пятый американец употреблял опиум. Во время войны каждый пятый американец употреблял опиум. То есть наркомания ужасающая. Мародерство, суды без суда и следствия, коррупция, да. Известен случай, когда один из отпрысков мафиозной семьи американской был призван в армию, воевал во Вьетнаме, получил ранение и через 1,5 года комиссовался в Америку. Через год он вернулся в Сайгон уже с пацанами, потому что здесь можно делать деньги. Здесь нет никакой власти. И они начали торговать опиумом, гуманитаркой, оружием, вывозом людей, всем вообще, чем во время войны и не во время войны занимается мафия. Это, конечно, оказывает огромное разлагающее влияние на американскую армию. Солдаты не понимают, за что они воюют, они торчат, беспредельничают, и, в общем, все это ужасающим образом оказывает влияние на ход боевых действий. В 1966 году американцы проводят знаменитую операцию «Гастингс», которая направлена на то, чтобы освободить от партизан демилитаризованную зону, и частично американцы одерживают успех. В общем, их армия, конечно, в прямых столкновениях во всех смыслах сильнее, чем вьетнамцы, но вьетнамцы тоже уже научились воевать, и, в общем, они им не уступают. Сражения кровопролитные, каждая из сторон заявляет о своей победе, но в основном, конечно, американцы пока удерживают фронт. Когда мы говорим о преступлениях против человечества в этой войне, есть два главных эпизода, на самом деле их три, но вот главных известных два. Первый эпизод — это эпизод 1967 года, когда партизаны северо-вьетнамские зачищают деревню Дакшон. В этой деревне, по их информации, части проправительственных южно-вьетнамских сил и сочувствующие люди. Без суда и следствия убиты 250 мирных жителей. Это абсолютно доказанный факт. Вьетнамцы, в общем, стараются об этом не говорить, но, тем не менее, факт остается фактом. И в 1968 году
происходит знаменитая история. Это зачистка, казнь в деревне Сангми. В 1968 году партизаны Южного Вьетнама при поддержке войск Северного Вьетнама начинают тетское наступление. Оно, в общем, развивается очень хорошо, очень удачно для наступающих. Они теснят американцев, и в какой-то момент они занимают город Хюэ, город, который является древнейшей столицей Вьетнама. В городе ожесточенные бои, но вьетнамцы его, собственно говоря, захватывают. Американцы его потом отобьют обратно, получат в свои руки, и, собственно говоря, там будет еще одно свидетельство того, что партизаны и коммунисты точно так же, как американцы, зверствуют. Будет найдено некоторое количество людей, у которых руки связаны за спиной. Видно, что их добивали выстрелами в голову, некоторых перед смертью пытали. Очевидно, что они были все или многие из них были союзниками южно-вьетнамских правительственных войск, и, соответственно, партизаны их просто пустили в расход, что называется. Тетское наступление в какой-то момент американцами сдерживается, и вьетнамские войска отодвигаются обратно. Потом начинается второе тетское наступление, вторая попытка коммунистов, и уже в Сайгоне начинается восстание симпатизирующих коммунистам людей, там работают диверсионные группы, и сайгонское восстание с трудом подавляют. Мы сейчас к нему вернемся, но сначала про Сангми поговорим. И вот во время этого тетского наступления американцы получают информацию, что в деревне Сангми расположен штаб партизан. Туда высаживаются 3 роты. Эти роты со всех сторон начинают окружать деревню. Накануне в минной ловушке гибнет штабс-капитан Джон Кокс. Человек очень уважаемый в роте, человек, которого все очень любят. В общем, его потеря была достаточно важной для солдат. И на поминальной мессе священник сказал, что, в общем, за своего товарища надо мстить. И на следующее утро начинается штурм Сангми. Солдаты заходят в деревню, закидывают гранатами дома, кидают гранаты в подвалы, в рвы, где прячутся мирные жители. Никаких партизан там уже к этому моменту нет. И в деревне начинается резня. И особенно зверствует взвод под командованием лейтенанта Келли, которому будут потом предъявлены обвинения. Доказано, что его взвод убил от 30 до 50 человек. Всего бы погибло 500 мирных жителей, включая детей, включая грудных детей. Американцы вообще не стеснялись. И вот примечательный эпизод, вообще откуда это расследование началось. Майор Томпсон, это пилот вертолета, он видит с воздуха, что американцы убивают мирных жителей. И он видит, как мирные жители бегут в подвал, в импровизированное бомбоубежище. Американцы туда подходят, чтобы закидать их гранатами. И он сажает свой вертолет между бомбоубежищем и своими же солдатами. И приказывает бортовому пилоту открыть огонь по американцам и говорит, что мы сейчас вас будем стрелять, если вы приблизитесь к мирным жителям. Мы из крупнокалиберного пулемета, из вертолетного вот этого пулемета, мы будем вас расстреливать. И он таким образом спасает некоторое количество людей. Впоследствии он вылетит из деревни, спасет 13, по-моему, мирных жителей, одного грудного младенца, который прятался он не прятался, он лежал в канаве, где уже были, в общем, убиты его родители. И вот здесь начинается точка, которая, как знаете, вот на стекле есть такая вот точка, туда камнем попадаешь, и трещины по всему стеклу. И вот это и еще одна казнь в Сайгоне уже, о которой сейчас я расскажу, эти 2 точки разламывают американское общество. Потому что Томпсон возвращается в Америку, он говорит о том, что наши солдаты зверствуют. И он требует расследования. Расследование не начинается, потому что идет война. Такая консервативная часть Америки говорит, что мы будем сейчас судить наших парней. Они воюют, что теперь, не стрелять, что ли? Там все партизаны, все, значит, против нас, ничего, наши люди важнее. И расследование до поры до времени не происходит. И второй момент, это вот главная, наверное, фотография вьетнамской войны – казнь в Сайгоне. Вьетнамский полицейский убивает в упор безоружного человека. Когда эта фотография попадает в прессе, это штурм Сайгона, уже попытка штурма Сайгона коммунистами. Внутри Сайгона, внутри столицы действуют диверсионно-разведывательные группы. И, собственно говоря, полиция при поддержке военных начинает подавлять все эти выступления. И вот конкретно эта сцена – это перестрелка около буддийской паузы. Дело в том, что здесь еще есть религиозная часть этого конфликта, потому что в Южном Вьетнаме правительственная верхушка – это христиане.
а большая часть Вьетнама – это буддисты. В какой-то момент буддистов начинают притеснять, и они начинают устраивать самосожжение на площадях. Эти фотографии тоже попадают в мировую прессу. Вот, собственно, вот этот выстрел в висок, эта фотография, она вызвала бурю на Западе. Убит безоружный человек, убит в упор. И понятно, что во Вьетнаме происходит бесчеловечная война, бойня, резня при поддержке американцев. Давайте забежим вперед чуть-чуть и поговорим об этой фотографии, потому что это очень важный момент. История этой фотографии на самом деле говорит о том, что убивает не только оружие, а убивает медиа. И причем медиа убивает гораздо быстрее, точнее и огромное количество людей. В Сайгоне восстание. Восстание подавляется силами полиции и силами армии Южного Вьетнама. Бригадный генерал, которого зовут Нгуен Нгон Лоан, занимается тем, что возглавляет армейские и полицейские части при зачистке этого буддийского района. И вот он собственноручно, что называется, перед строем расстреливает этого безоружного человека. Эдди Адамс, который американский фотограф Associated Press, вместе со своими друзьями из американской морской пехоты колесит по Сайгону и щелкает эту войну, чтобы сделать удачную фотографию. И вот он оказывает прямо в этот момент, человек нажимает, Нгуен нажимает на спусковой крючок, Эдди Адамс нажимает на кнопку камеры, и снимок попадает в прессу. Начинается дикое совершенно бурление в медиа, что это бесчеловечная война, американцы поддерживают вот этих вот уродов, которые расстреливают безоружных людей. Что было дальше? Эдди Адамс впоследствии признавался и много раз выступал, что он своим снимком Лоану сломал жизнь. Потому что бригадный генерал исполнял свою задачу. Он зачищал боевой район. И человек, которого он расстрелял, на самом деле он являлся партизаном, и он был виновен в смерти десятка человек, часть из которых он убил собственноручно. Его поймали и в назидание расстреляли перед строем. То есть, в общем, его было за что расстрелять. И, собственно говоря, дальше Эдди Адамс вернется в США, и Нгуен Лоан после выхода американских частей тоже окажется в США. И он осядет в американской провинции, у него будет небольшой ресторан, и когда соседи узнают, кто это такой, начнется его дикая травля. Его общественность будет призывать линчевать, призвать к суду за убийство безоружного. И Эдди Адамс будет несколько раз выступать по телевидению и говорить, что на самом деле генерал был в своем праве. У него были совершенно точные доказательства, что перед ним убийца. По законам военного времени он убийцу обязан был расстрелять, что он и сделал. Но общественность это не остановила, и, собственно, Нгуен умирает уже в возрасте 67 лет. И Эдди Адамс впоследствии об этом снимке сожалел всю оставшуюся жизнь. Вот такая вот история одной фотографии. Говоря о Сангми, это не единственное, естественно, свидетельство резни, которые американцы устраивали. Например, было такое разведывательное подразделение Tiger Force в составе 101-й воздушно-десантной дивизии. Они с 1967 года практиковали следующее. Они с пленных солдат снимали скальпы. Как во время завоевания американского континента индейцы снимали скальпы со своих врагов. Вот тем же самым занимались американцы в 20 веке. Отрезание ушей, носов и снятие скальпов. Ну, просто чтобы было понятно, как велась эта война. Собственно говоря, в 1968 году наступление хошиминовских войск и партизан Южного Вьетнама захлебывается. И в какой-то момент американцы понимают, что война зашла в тупик. В Америке растет антивоенное движение. Все больше людей говорят о том, что нам эта война не нужна. И Вьетнамская война – это зарождение движения хиппи. Это люди, которые слушают рок-музыку, дети цветов, курят марихуану. Они все пацифисты. Начинаются массовые мирные демонстрации, которые заканчиваются полицейскими разгонами, арестами. Но Америка выходит на улицу. Америка больше не хочет этой войны. И дальше, 1968 год, он вообще очень интересный. Дальше начинается антивоенное движение в Европе. В Париже это совпадает со знаменитыми парижскими событиями 1968 года, когда студенческая молодежь строит на улицах Парижа баррикады. Повод, конечно, не Вьетнамская война. Девочек с мальчиками по отдельным общежитиям решили расселить, а девочки с мальчиками хотели вместе ночевать. Но в этот момент Франция уже очень левацкая. Все требуют свержения де Голля, потому что его считают диктаторами. И вот в 1968 год
он расцветает таким конфликтом поколения отцов и детей. Такие же выступления в Англии, такие же выступления в Германии. В Германии 1968 год родит одну из самых страшных террористических группировок, фракция Красной Армии, о которой я вам обязательно расскажу, это одна из моих любимых тем. В Советском Союзе оттепель. И, конечно, советская пропаганда использует движение хиппи как доказательство того, что американцы ведут преступную империалистическую войну. И советский лагерь тоже полностью справедливо поддерживает Вьетнам, потому что американцы, в общем, творят понятные зверства. Но в Советском Союзе Хрущева сменит Брежнев, оттепель потихонечку закрутят, а закончится это вообще Прагой 1968 года и советскими танками в Праге. То есть вот такая вот парижская весна, движение хиппи, Прага. Вот такие вот студенческо-молодежные левацкие выступления в разных странах. Чем они закончились? Но началось все это с точки, конечно, Вьетнамской войны. В 1968 году на выборах в Соединенных Штатах Америки побеждает президент Никсон. Он заходит на антикоммунистической риторике, но в этот момент, в момент выборов, уже достаточно серьезное антивоенное движение, и, в общем, он понимает, что войска надо выводить. Ну, как их выведешь? Нельзя просто сказать завтра: мы закончили войну, извините, ничего у нас не получилось, поэтому мы поехали обратно к себе в Вашингтон. На самом деле, не в Вашингтон, а в Калифорнию, потому что большая часть убитых в Америке это были уроженцы Калифорнии. Не знаю, почему так получилось, но вот так вышло. И Никсон начинает движение на вьетнамизацию. Что это значит? Мы будем давать еще больше инструктажа, мы будем давать еще больше денег и оружия, а американские части будем беречь. И, собственно говоря, мы таким образом минимизируем потери среди своей армии. Курс принимается, идет он очень плохо, потому что деморализованная уже армия Южного Вьетнама, она понимает, что ничем хорошим для нее это не закончится. И, собственно говоря, американские солдаты, они тоже не хотят воевать. Вот еще одна знаменитая фотография уже конца войны. На каске солдата написано: «Война – это ад». То есть вот совершенно точное определение того, что чувствовали американские солдаты. В 70-м году взрывается Камбоджа. Там осуществлен проамериканский переворот. На это немедленно реагируют коммунисты, то есть левые силы, которые находятся в Камбодже. Северо-вьетнамские войска вводятся в Камбоджу. И вот чтобы не допустить полного превращения Камбоджу в красную зону, в коммунистическую страну, американские войска также входят в Камбоджу. Ну, естественно, что коммунистов в Камбодже, помимо Северного Вьетнама, поддерживать начинает и Советский Союз. И вот там начинается эта заварушка. Камбоджа становится вместе с Лаосом еще одним поясом вокруг Вьетнама, через который вьетнамцы будут поставлять войска. В 1971 году начинаются первые ручейки вывода американских войск, но война не заканчивается. Бомбардировки Вьетнама будут продолжаться до 1973 года, и в 1973 году они вообще достигнут апогея. Это будут самые тяжелые бомбардировки территории Северного Вьетнама. В этом же году происходит последняя операция Ламшон 719. Это попытка перерезать эту тропу Хошимина, которая идет через Лаос и Камбоджа. Массированные бомбардировки вьетнамской территории, массированный ввод южно-вьетнамских войск в приграничные территории. Надо сказать даже, что несмотря на поддержку авиации, поддержку сухопутных сил, южно-вьетнамская армия терпит полное поражение. И весь этот геноцид воздушный ничем не помогает. И, собственно говоря, здесь, наверное, та точка, когда американцы понимают, что все, дело сделано, а война проиграна. В 1972 году Никсон делает последнюю попытку вдохнуть вот в этот уже полуживой труп войны воздух. Он посещает Китай. И в этой точке начинается потепление китайско-американских отношений. Тайвань, как вы знаете из предыдущего выпуска, перестает быть представителем Китая в ООН. Американцы Тайвань не признают, Китая не признают, и Китай в ответ прекращает оказывать помощь Вьетнаму. Но на самом деле в тот момент уже северо-вьетнамская армия хорошо укомплектована, и Советский Союз никто не списывал со счетов. Продолжаем посылать туда современное оружие и своих офицеров, и своих операторов ракетных войск, и своих инструкторов. То есть мы поддерживаем их по полной кассе. И Северной Кореи, конечно, тоже. В 1972 году начинается знаменитое пасхальное наступление
войск Северного Вьетнама и партизан на позиции Южного Вьетнама. Наступление началось 30 марта и продолжилось оно до октября текущего года. Коммунисты будут выигрывать локальные бои, но при поддержке авиации, в общем, Южный Вьетнам удержит фронт. Но американцы понимают, что дальше эту войну, в общем, продолжать невозможно. Они начинают выводить свои силы, и они начинают через посредников склонять Северный Вьетнам к переговорам. И, собственно говоря, в 1972 году в конце начинаются переговоры между правительством Северного Вьетнама и Южного Вьетнама. И они идут очень успешно. И в 1973 году Северный Вьетнам выходит из переговоров, потому что представители Южного Вьетнама поставили перед ними настолько невыполнимые условия, что представители северян просто встали из-за стола переговоров, и переговоры эти покинули. Американцы понимают, что они опять в тупике. Вот можно было, практически не потеряв лица, сказать, что вот мы своим присутствием склонили обе стороны к мирным переговорам, мы положили конец войне, и опять война продолжается. И как американцы себя ведут, как они склоняют Северный Вьетнам снова вернуться за стол переговоров. Американцы начинают ковровые бомбардировки Вьетнама, в том числе Ханоя. Это будет самая мощная за всю войну бомбардировка. Американцы сбросят невероятное количество бомб, в том числе фугасных, бомб с напалмом. Есть такой термин, да, знаменитая бомбардировка с союзниками Дрездена, да, печально знаменитая. Но вот американцы практически несколько месяцев делают во Вьетнаме Дрезден везде, где только может дотянуться их авиация. И в 1973 году в январе переговоры возобновляются. 27 января 1973 года было подписано Парижское соглашение. По Парижскому соглашению американцы подписались, что они выводят войска, и они действительно начинают войска выводить. Южный Вьетнам и Северный Вьетнам должны будут совместно определить судьбу этой единой или этих двух разных стран. Как только американцы уходят, в декабре 1974 года Северный Вьетнам решает южно-вьетнамский вопрос. Начинается сначала тактическое наступление, когда они понимают, что американцы в бои не вступают, и их базы, в общем, уже практически пустые. В 1975 году армия Северного Вьетнама вплотную подходит к Сайгону. Это весна 1975 года. Все, участь Южного Вьетнама предрешена. Войска деморализованы, они просто сотнями, тысячами, десятками тысяч сдаются в плен. И, в общем, без единого выстрела, как они потом пошутят, не разбив ни одной лампочки, социалисты входят в Сайгон. И здесь еще одна важная история и еще одна важная фотография. Вот это, посмотрите, да, с борта авианосца американцы в воду скидывают свой вертолет. Эта операция получила название «Порывистый ветер». Апрель 1975 года американцы понимают, что война проиграна, и начинают эвакуировать сотрудников посольства, сотрудников дипломатической миссии, вообще американских граждан, и часть своих союзников они начинают эвакуировать в Америку. Вертолеты садятся один за другим на крышу посольства, на улице, и перевозят людей на военные суда. Людям не хватает места на палубе, и вот почему они скидывают вертолет, чтобы освободить посадочную площадку для следующего вертолета. Американцы всех, конечно, не вывезут, потому что северо-вьетнамские части уже заберут в этот момент Сайгон. Дальше, слушайте, все по законам, к сожалению, по грустным законам гражданской войны. Всех, около 5 генералов армии Южного Вьетнама застрелятся, чтобы не попасть в плен. Большую часть тех, кто служил чиновником в правительстве Южного Вьетнама, ждут лагеря для исправления. И в этот же момент есть еще один эпизод, который называется «Люди в лодках». Те, кто понимал, что с приходом коммунистов их посадят, расстреляют, брали скарб, брали своих близких, садились в лодки и пытались по морю переплыть приграничные воды и уплыть в соседние страны. Многие тонули, многие не достигали берега, но это движение называется «Люди в лодках». Это такая достаточно трагичная история, когда гражданское население, часть тех, кто работал, конечно, в составе южно-вьетнамского правительства, военных частей или полиции, вот они пытались убежать, но кто-то тонул, кого-то ловили, кто-то действительно убежал. Собственно говоря, все. На этом коммунисты поставили жирную точку. Хошимин до взятия Сайгона не дожил. Сайгон переименован в Хошимин.
и является таким важным городом для новой истории Вьетнама. Собственно говоря, полная победа и полное объединение Вьетнама под властью коммунистов. Вот такая точка войны. Что же было дальше? Какие последствия были у этой войны? За время войны США сбросили на Вьетнам 6 миллионов 727 тысяч тонн бомб. Для сравнения, на территорию Германии во время Второй мировой войны было сброшено американцами 2 миллиона 700 тысяч тонн бомб. Я когда эти цифры произношу, они, конечно, в голове не укладываются, потому что это просто тонны, громады железа. С 61 по 67 год американцы распылили 75 миллионов 700 тысяч литров гербицидов. Они уничтожали джунгли, уничтожали посевы, чтобы крестьяне с территории Северного Вьетнама переходили на территорию Южного Вьетнама. До сих пор почва во многих районах Вьетнама заражена. То есть это настоящая экологическая катастрофа, которую совершенно легко американцы там устроили. Никакого трибунала не было. Не было никакого Нюрнберга. Был гражданский трибунал, гражданская инициатива английского философа и общественного деятеля Бертрана Рассела, который сделал так называемый трибунал Рассела. Туда входила всякая творческая элита, американская, французская, например, философ французский Сартр или Симон де Бувуар, писательница. И, собственно говоря, это была гражданская инициатива, которая требовала признать преступления американцев во Вьетнаме преступлениями против человечества и устроить второй Нюрнберг. Этого не произошло. Волна была общественная очень серьезная, но волна окончилась пеной. Возвращаясь к лейтенанту Келли, который был в числе тех, кто убивал мирное население в деревне Сангми. Гораздо позже, после войны, было много судебных разбирательств. В 80-х годах суд все-таки постановил дать ему 15 лет. Причем в поддержку Келли было огромное вообще общественное движение, типа «За что вы суете наших парней?». 15 лет в зале суда заменили на 10, потом на 5, но пока во время приговора давайте лейтенанта Келли отправим под домашний арест. В результате никаких 15 лет он не получил, и он провел 2 года под домашним арестом. То есть, как всегда, в общем, имена изменены, чтобы укрыть виновных. Никто не пострадал, то есть, как вот произошло, на войне как на войне. Американцы, конечно, после поражения во Вьетнаме очень сильно ослабли в Юго-Восточной Азии, потому что престиж по американцам был серьезный. Вот эта вот империя со всеми ее авианосцами, ракетами, вертолетами и самолетами ничего не смогла сделать во Вьетнаме. Фактически не смогла победить партизан. По престижу урон был нанесен невероятный. В то же время один из важнейших людей в экономической теории мировой, это глава Сингапура Ли Куан Ю, сказал, что Вьетнамская война была очень важна как сдерживающий антикоммунистический фактор. Вьетнам породил такую вещь, как вьетнамский синдром. Порядка 2 миллионов солдат прошло через Вьетнам в совокупности американских. Многие возвратились домой калеками, многие умерли от ран. И вот этот вьетнамский синдром, это, с одной стороны, синдром, который касается людей, пришедших с фронта в мирную жизнь, и людей, которые не могут найти себе место. Об этом, в общем, фильм блестящий «Охота на оленей». Об этом и фильм, один из самых известных боевиков, это «Рэмбо». И вот этот синдром, он, конечно, поразил общество. У нас такой синдром будет после Афганистана. И, в общем, вы понимаете, почему, когда мы ввели войска в Афганистан, американцы потирали руки и говорят, теперь у русских будет свой Вьетнам. И вторая часть вьетнамского синдрома – это частичная демилитаризация общества. То есть доктрина, что мы не хотим применять войска в международной политике за границами Соединенных Штатов. Потому что ничего, кроме потерь, крови и общественных пощечин, это обществу не приносит. Несмотря на то, что, казалось бы, американцы проиграли и по имиджу был нанесен серьезный удар, американцы сделали ряд стратегических приобретений. Во время войны были организованы базы на Окинаве в Японии, база в Южной Корее, база на Тайване, где ремонтировалась американская техника, где были площадки для так называемого подлетного развертывания, то есть туда
прилетает логистический самолет, там разгружаются, дальше все это перебрасывается во Вьетнам. И все эти базы, они успешно функционируют, многие из них, во всяком случае, большинство из них функционируют до наших дней. Теперь, собственно, о жертвах. Что нам сообщает Википедия? 58 тысяч погибших со стороны Соединенных Штатов Америки. И, в частности, есть цифра 100-150 тысяч человек, которые умерли уже на территории Соединенных Штатов Америки от ран и увечий. Южный Вьетнам военнослужащими потерял приблизительно 250 тысяч погибших и 1 миллион раненых. Потери среди мирного населения неизвестны. Южно-вьетнамские партизаны и военнослужащие армии Северного Вьетнама миллион военнослужащих потеряли и порядка 2 миллионов жителей, называется такая цифра, во всем Вьетнаме погибло. То есть война, которая практически под 4 миллиона жизней унесла за 10 с лишним лет. Совершенно чудовищные потери, совершенно ужасный удар по людям, по психологии, по экологии. То есть вот все самое смрадное, ужасное и несправедливое, что может быть в войне, оно во Вьетнаме проявилось просто как с помощью лакмусовой бумажки. И в завершении хочется рассказать о фотографии, с которой мы начали, фотографии 9-летней девочки Ким Фук. Шансы на то, что она выживет, были минимальны. Она выжила, несмотря на то, что у нее были совершенно чудовищные ожоги от напалма, она выжила, ее выходили в больнице. И дальше, как она сама рассказывает, она стала инструментом пропаганды. Коммунистический Вьетнам использовал ее в выступлениях на партконференциях, на общественных форумах. Она ездила по социалистическим странам и буквально на себе показывала ужасы американской военщины. В частности, она выступала на Кубе, она выступала в Африке. Я не помню, была ли она в Советском Союзе. Но в конечном итоге девочка Ким выросла и эмигрировала в Канаду. И в Канаде она до сих пор счастливо проживает. Ее долго не могли найти. И вот лет 10, по-моему, назад ее нашли, она живет в Канаде. Вот такая вот история одной фотографии с ужасающим началом и со счастливым концом. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрите исторические выпуски, спасибо за то, что подписываетесь. Я хочу сказать вещь, которая достаточно важная для меня. 100 миллионов просмотров – это как бы цифра, на которую я никогда не рассчитывал. И цифры, которые вообще у меня в голове не умещаются, потому что это прям население уже крупного какого-то города. И я, правда, когда начинал этот блог, я не знал вообще, как это все будет заходить. Я радовался первым 10-50 тысячам подписчиков, просмотров. И все это было, в общем, очень трепетно, несмотря на то, что я там, в общем, профессионально занимаюсь медиа. И вот самое главное, что понятно, что в жизни каждого человека, у которого есть известность, есть там автографы на улице какие-то, давайте с вами сфотографируем, селфи снимем. Это, конечно, очень приятно и круто, что тут говорить. Но самое важное это то, что вы мне говорите. То есть это ощущение того, что я делаю какую-то важную для вас работу. Хотя для меня это не работа, для меня это удовольствие. Спасибо вам большое.